Всем привет, с вами Дэн, и у нас такие первые после китайского Нового года новиночки Сан Мартин. Давайте открывать, смотреть, чего там такого пришло. Опа, одна моделька. И сразу же давайте открывать второй чехольчик, вот этот зелененький, кайфовый. И здесь еще одна моделька. Сейчас будем разбираться. Значит, здесь у нас, посмотрите, какой циферблат. Вообще просто бомба. А здесь, да здесь-то не хуже. Здесь тоже такая красотулечка, а. Гляньте, какой дымчатый. Сейчас распакую и будем разбираться и с этими, и с теми. Так, значит, распаковал, и в комплекте, ну, собственно, как обычно, у нас инструмент для замены ремешков укорачивания браслета. В хозяйстве пригодится брелочек, инструкция, карточка визитная и гарантийная, да. Ну и, собственно, стандартный достаточно набор. Давайте начнем вот с этой модели. Это тоже новиночка у нас, да, 2024 года. SN0128G3. Здесь 200 метров водозащиты, сапфир с внутренним антибликом, Seiko NH35 внутри стоит, рабочая надежная лошадка. 316L сталь по корпусу и по браслету, суперлюминова C3 на метках и стрелках, безель на 120 кликов, керамические, вставка внутри. И цена на Алиэкспресс, по крайней мере, на момент записи ролика 24 тысячи рублей. Ну, кстати, вот говорю про сапфир, да, и на тех часах сапфир, ну, сразу, чтобы, да, чтобы хочется, да, прибор использовать. Здесь выбило полную шкалу, здесь вообще за пределы уже космоса. Ну, собственно, как обычно у Сан Мартина, все по красоте. Давайте разбираться. Ну, понятно, это хомаж Tudor Black Bay, но циферблат необычный, такой вафельный, да, плюс градиент здесь есть, прикольный такой, знаете, оттенок коричнево-золотистый. Очень хорошо сочетается с метками и стрелками. Блин, прикольный. Слушайте, вот с этим циферблатом они как-то по-другому стали смотреться. Вообще смотреться по-другому. Очень интересно. Он прям играет, когда свет попадает. На солнце, я думаю, вообще будет шикардос. Круто. Ну и браслет здесь юбилейный. В общем, они делают, знаете, наверное, то, что до чего пока еще не решается ролик с Тюдором. А вообще, кстати, сейчас вот в последнее время стало забавно наблюдать, как некоторые хомажи, да, некоторые производители хомажей, кастомайзеры разные, они добавляют больше цветов, каких-то вариаций, а потом глядишь, швейцарцы уже сами добавляют такие цвета. Забавно, но, в общем, двигают немножко индустрию, потому что покупатель хочет разнообразия. Смотрите, да, здесь разнообразие. Юбилейный браслет хочешь? Хочешь. Хочешь, чтобы циферблат был какой-нибудь прикольный, да, не набивший оскомину? Да, пожалуйста, вот тебе бери. И с шикарным, естественно, качеством исполнения от Сан Мартин. Ну, а что еще нужно? А еще нужно размеры посмотреть. У нас по безелю 40,9. Корпус чуть-чуть поуже будет. Я думаю, где-то 40, наверное, может быть, даже 39 с чем-то. 12,1 по высоте, с учетом того, что стекло немножечко на миллиметрик возвышается над безелем у нас. Дальше по браслету давайте глянем. 20. И от ушка до ушка 49,1. Ну, размеры такие максимально аккуратные, практически на любое запястье. Ну, сами понимаете, да, и мое запястье 18,5. Юбилейный браслет это, конечно, всегда шикарно, удобно. И в этом случае не исключение. Здесь все хорошо и приятненько. На запястье очень аккуратно сидит. Хорошо. Застежка здесь уже полюбившаяся нам, да, самая продвинутая от Сан Мартин, где можно нажать на кнопоньку и где-то сантиметрик, да, здесь укоротить, либо удлинить. Ну, если мы на максимум так вот сейчас вытащим, давайте посмотрим, что по запасу по браслету, сколько там сантиметров к моим 18,5. Ну, сантиметра 3 точно еще можно добавлять. Ну, то есть уже на среднее запястье. И на такое на 20, на 21 можно тоже пробовать. 21-21,5. Безель 120 кликов, да, четкий, хороший, ну, ядреный безель, как вот умеет делать Сан Мартин. Очень хорошо здесь все. И здесь, знаете, вот такой баланс между удобством хвата, потому что такая вот здесь вот насечка, да, вот эта, она достаточно крупная, за нее удобно и приятно браться, и при этом она не излишне какая-то там островатая. Вот здесь вот прям идеально сделано. Ну и за счет того, что чуть-чуть выше, дальше, точнее, безель, чем корпус, боковая часть, то здесь браться за него вполне себе удобно.
Аккуратное здесь сатинирование, но опять же мы, конечно же, привыкли, что Сан-Мартин делает просто потрясающее сатинирование, да, и зеркальная полировка, а особенно с учетом их цены, ну это просто, я бы сказал, подарок. Но если вы следите за тем, что делает Сан-Мартин, или, может быть, в руках держали эти модели, особенно те, которые выходили в последний год, то, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Слушайте, браслет хороший, приятный, ну, как бы немножечко, да, есть такая остринка с внутренней стороны, ну, я бы не сказал, что она прям какая-то заметная, знаете, вот прям вполне себе очень даже приятно сделано, хорошо, прям хорошо. К сожалению, нет системы быстрой замены. Но я не думаю, что кто-то будет этот браслет менять, потому что он реально классный, реально хорош. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы, да. Ну, мало ли кто-то захочет какой-нибудь кожаный ремешочек поставить. Вот. Ну, понятно, в комплекте идут инструменты для замены, поэтому при желании вы это сами сможете сделать, ну, просто чуть-чуть дольше, чем это делает система быстрой замены. 146 грамм, даже чуть меньше, так что как раз-таки эти часы на повседневочку-то у нас-то и подойдут. Ну что, макро чуть попозже посмотрим, а давайте теперь перейдем вот к этой модели. Это модель SN0119G GMT, тоже новиночка, естественно. Внутри стоит Seiko NH34 GMT, сейковский механизм, где можно показывать второй часовой пояс. За него у нас отвечает специальная красная стрелочка. Ну, то есть в командировочке ездим, да, в другие часовые пояса, и почему бы не заиметь такую опцию. Ну, GMT за последний год или даже полтора это стал просто мейнстрим. Все, конечно же, выпускают эти версии, да и многие полюбили, потому что, ну, собственно, почему бы и нет. Здесь и дата есть, да, в отметке 3 часа немножко такая спряталась, да, у нас под стрелкой. Ну, и она, что мне нравится, не выделяется, потому что у нее какая? Серая, правильно. Правильно, ребята, как нужно делать? В часах, которые стоят не так уж и дорого, производитель заботится о потребителе, заботится о красоте и гармонии. И у него подложечка серого цвета, такая же, как и циферблат. Ну и аккуратная дата белым цветом. Вот это я приветствую. Вот это я приветствую. Ну, Сан-Мартин молодцы. Что тут говорить? Значит, Seiko NH44 GMT у нас механизм. 200 метров водозащита. Super Luminova BGW X1 у нас на метках и стрелках. 316L у нас по корпусу. Сапфир плюс внутренний антиблик уже проверили. Безель керамика, вставка и на 120 кликов. Да? Эта модель. И на каучуковом ремешке вот такой tropical каучуковый ремешочек. Очень мягкий, приятный ремень. На любителя. Не все его любят, не все оценят. Но если вы понимаете, о чем я говорю, такой тянущийся, очень мягкий, очень гибкий ремень. Вот летом приятно носить, когда он еще и с дырочками, он такой легкий. И когда вот жарко, рука потеет, или там в бассейнчик куда-то нырнули, да, 200 метров защиты, тут все, что хочешь можно делать, то такой ремешок очень хорош и очень удобен. Поэтому ремень классный. И на каучуке такая модель стоит 28 тысяч рублей. Давайте глянем по размерам. По безелю 48. Высота, с учетом того, что стекло выпуклое, 13. От ушка до ушка здесь 20. Ну и... Точнее, ремешок 20, а от ушка до ушка у нас 49,4. До размера, кстати, у этих моделей плюс-минус похожи. Но носятся они по-разному, потому что корпус разный профиль. Здесь посадка поудобнее будет, потому что вот эти тюдоровские и роликсовские корпуса, они все-таки немножко пузатенькие, как бы, да, при посадке. А здесь ушки идут ниже, да, они прям загибаются, и здесь, ну, прям они как влитые сидят. Очень приятно, немножко как бы распластались на запястье. Круто. Хорош. На каучуке прям шикарно. Они такие строгие, сдержанные. И мне нравится вот этот, ой, какой красивый циферблат, дымчатый цифер. Есть, кстати, разные варианты, там много разных вариантов. Вот серый градиент мне понравился больше всех, потому что он такой сдержанный максимально. Но с красным акцентом, потому что у нас как раз шкала GMT, да, идет на внутреннем ранте, скошенная такая, хорошо читаемая, и она как бы вынесена отдельно от циферблата. То есть у нас циферблат это только часы накладные метки, такие яркие, зеркально полированные, идет минутная разметочка, а вот GMT вынесено отдельно. Красное кольцо, красная стрелка, с читаемостью здесь, ну, прям проблем нет. Считаемость, ну, здесь прям на 5 баллов из 5. Очень хорошо сделали. Ну и циферблат, мне нравится. Градиент снизу вверх идет, такой дымчатый, потемнее, где логотип, да, и все это хорошо отблескивает, когда у нас светятся вот эти здесь часовые метки. Шикарно.
Ну, здесь стрелки, метки немножечко, да, есть Хамаш от Longines, но корпус, честно говоря, не узнаю так вот прям с наскока. И мне кажется, свой корпус и свой, наверное, безель даже. Ну, знатоки, напишите, вдруг здесь что-то. От Хамажа есть еще каких-то. Мне кажется, это такая уже достаточно своя модель. От Сан Мартин 120 кликов. Безель тоже очень приятный в хвате. Ничего не режет, но хват здесь прям вот шикарный и идеально сделан. Безель хороший. Ну, здесь вопросов нет. Полностью полированные поверхности по корпусу. Они такие гладкие, смягченные. Да? Здесь нет резких прям переходов, кроме вот, наверное, между ушками. Дальше здесь такое все сглаженное, наплывы такие очень аккуратные, сглаженные. Весь корпус. Кстати, впервые этот корпус вышел у Сан Мартина. Не было еще таких корпусов. И вообще я не встречал у них вот именно такого подхода. Да, когда корпус, посмотрите, он такой полукруглый. Он как бы немножко сплющенный. Да? Здесь вот, не знаю, как бы перевернутая сковорода немножко сплющенная. Вот как бы вот такой это корпус. Гладкий очень. И раньше Сан Мартин такие не делал. Молодцы, развиваются, стали делать чего-то уже другое, какое-то пошло развитие. Кстати, в комплекте еще такой тренчик дополнительно идет. Ну, кому-то нравится один, кому-то два. Ну, китайцы даже о таких вот, казалось бы, мелочах думают. А швейцарцы бы хрен когда такое сделали. Но, что еще хотел показать-то? Есть еще вариант. Можно эти же часы, да, 119 взять на меж-браслете. Будет чуть дороже стоить. И я, честно говоря, рекомендую вам все-таки брать на меж-браслете, а каучук уже докупить отдельно. Ну, потому что меж-браслет, это все-таки меж-браслет. Он изначально стоит подороже. И с ним часы будут другие. Конечно же, они будут более праздничные, более яркие такие. Да, здесь миланский браслет. Впервые, кстати, по-моему, от Сан Мартин вышел первый такой браслет. Раньше, до этого, у них их не было. Они его разработали с нуля. Система быстрой замены есть. Давайте сейчас я с него пленочки сниму и попробуем установить и разобраться. Слушайте, ну прям у нас сегодня день премьер, да, и новый корпус для Сан Мартин, и новый браслет. Кстати, здесь достаточно короткая застежка на двух фиксаторах. Опять же, у них такого вот прям не было, они круглые здесь. И здесь тоже есть система вот этой вот быстрой поднастройки, да, где-то на сколько тут получается, на сантиметрик ее хватает. Сделали, укоротили застежку. Слушайте, удобно будет в повседневном использовании, потому что она невысокая. Вот если мы опять же посмотрим текущую застежку, большую, то она по высоте, по толщине точнее, ну, наверное, миллиметров сколько здесь? 7,4. 7,4. А вот эта гораздо более тонкая. Она прям, ого-го, здесь 6,6. 6,6. Ну, не такая уж и большая разница, но по длине, кстати, она гораздо меньше. И первый их миланский браслет, который сделан вот здесь у нас есть звенья, которые можно отвинтить, да, укоротить и убрать прям целиком звенья, чтобы у нас никакого нахлеста не было. Вы же видите, да, они совсем по-другому сделали миланский браслет. То есть он у нас идет как обычный браслет, никакого нахлеста друг на друга нет, и никакой вот этой системы традиционной сокращения нет. То есть здесь есть вот такие звенья, которые именно сделаны из частиц вот этого миланского браслета. То есть это более сложная версия, это продвинутая, но удобная в повседневе и более красивая визуально, потому что все-таки вот так открывать, да, или вот эти вот ногтем там ковырять, как в обычных миланских браслетах, это да. Браслет просто бомбический, поэтому вот если вы выбираете каучук, хотя мне понравился этот Tropical каучук, но берите браслет, а потом лучше возьмите каучук, потому что это вообще бомба. Это бомба, я хочу эту бомбу прямо сейчас и установить. Ну да, это смотрится вообще по-другому, да, такие уже праздничные, такие на выход часы с таким шиком небольшим, потому что миланский браслет это в принципе шик, а еще и в таком исполнении, в более качественном, более дорогом. Слушайте, ну просто такой вообще бомбяу, да, красота. Единственное, что, видите, у меня 18,5, здесь на максимум. Давайте еще нажму на кнопочку, сколько тут можно. Нет, вот до сюда. Так, до сюда регулировка 18,5 и плюс чего у нас про запас. Ну, пара сантиметров, да, пару сантиметров. Поэтому я думаю, что на 20,5 эти часы сядут. Дальше уже нет. Слушайте, ну по-другому вообще все воспринимается, по-другому. Мне, конечно, нравится в таком варианте. Да, на браслете, на новом браслете от SM.
хорошо. Пишите в комментариях, как вам. Мне прям зашло. Ну и с браслетом у нас 135 с небольшим грамм. Не так и много, кстати. Ну-ка, ну-ка. Ой, цифер-то прям шикарен. Гильюше здесь впечатляет. И, кстати, надпись «Автоматик» особо не видна даже. А вот Сан-Мартин логотип хорошо вписывается в эту концепцию. Ну и золотистые стрелки, метки. Золото тут у нас на безеле. Ну, прям хорошо. Так, ну что, вот у нас тоже как бы новиночка-то. Юбилейный браслет. Браслет выглядит прям хорошо. И сатинирование. Вот он, градиент. Накладные метки. Дата с правильным цветом подложки. Учитесь, как говорится, конкуренты из одной гордой горной страны. Здесь везде зеркальная полировочка у нас, да, и вот новый корпус. Все зеркало. Ну и, собственно, новый межбраслет от Сан Мартин. С этими вот разделителями. И новая застежка. Ну, здесь прям все по красоте. Слушайте, ну знаете, я про эти часы, в принципе, все уже сказал. Я думаю, соотношение цена-качество здесь ну просто потрясающее. Вопрос, нравится вам этот дизайн или нет. Мне вот какая мысль пришла. Вот если раньше китайские бренды и, в частности, Сан Мартин, вот мы о чем говорили с вами всегда. Ну вот теперь тут есть сапфир, керамика, сейковский механизм там или еще что-нибудь, да. Вот теперь у нас получше стало качество корпусов, циферблатов, еще и безеля, да, потом браслеты. И вот потом новый браслет вышел, он еще лучше, новая застежка еще лучше. А теперь, знаете, уже идет какая-то прям вот мельчайшие детали. То есть вот еще новая застежка, да, теперь межбраслет, вот теперь там юбилейный, вот теперь циферблат с новым гильюше сделали. И вот все это уже необычно, и того, чего особо и не встречается больше ни у кого. И, скорее всего, потом кто-нибудь из больших ребят тоже будет делать вот такие вот там градиенты сверху вниз, не знаю, вот эти сочетания цветов. И такое ведь уже происходит, это забавно на самом деле. И вот микробренды, они теперь, наоборот, сами являются главными драйверами на рынке. Зачастую, не всегда, конечно же, здесь не будем перебор какой-то говорить. Вот. Ну, в общем, пишите, как вам эти модели. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.